Мы обсуждали различные предметы и атрибуты, которые являются частью вриндаванских лил Кришны и пробуждают любовь к Радхе и Кришне. Last week we discussed in some detail the role of flowers, and today we'll continue with that same theme. На прошлой неделе мы в некоторых подробностях говорили о роли цветов в этой связи, и сегодня мы продолжим эту тему. Flowers have always played an integral role in Vedic culture. Цветы всегда играли неотъемлемую роль в ведической культуре. For example, there's the ceremony of Pushpanjali, Например, есть церемония Пушпанджали, where we throw flowers. когда мы кидаем цветы. Pushpanjali is actually made up of two words, pushpa meaning flowers, and anjali, which means an offering made with folded hands or palms to show respect to a distinguished personality, like the Supreme Lord or spiritual master or a saintly person. Пушпанджали состоит из двух слов. Пушпа означает цветы, а анджали, что означает подношение, сделано со сложенными руками в знак уважения к выдающейся личности, таких как Верховная Личность, Святая Личность или Духовный Учитель. Actually, in ancient times, I was reading that wealthy persons would offer not flowers, but palmfuls of jewels in such ceremonies. Я читал, что в древние времена богатые люди предлагали на таких церемониях не цветы, а пригоршню драгоценностей. It was called Patanjali. Это называлось Ратанджали. But in this age, that's obviously not possible, so we offer nice flowers. Но в наш век это очевидно невозможно, поэтому мы предлагаем красивые цветы. And that's appropriate. И это приемлемо. We mentioned last week that Srila Prabhupada once said, flowers are the only opulence left in Kali Yuga. На прошлой неделе мы упомянули, что Шрила Прабхупада однажды сказал, цветы – это единственное богатство, оставшееся в Кали-югу. And the Vedas say that the first and foremost amongst deserving personality to offer such worship or gratitude to is the Supreme Lord, Shri Krishna. И Веды говорят, что первым и главным среди личностей, заслуживающих такого поклонения и такой благодарности, является Верховный Господь Шри Кришна. Someone might ask, why should we be grateful to the Supreme Lord? Кто-то может спросить, почему мы должны быть благодарными Верховному Господу? One answer amongst many is because He's providing us with the basic necessities of life, like the earth we walk on, the air we breathe, and the water we drink. Один из ответов мы можем сказать, что потому что Он обеспечивает нас основными жизненными потребностями, таких как земля, по которой мы ходим, воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем. Actually, if you think about it, we often take these things for granted. Если подумать, мы часто принимаем эти вещи как должное. But our Shastras say that such things are not accidents of material nature, but they're gifts from the Lord, given to us so that we can peacefully execute the real mission of life, which is self-realization, culminating in love for the divine couple. Наши шастры говорят, что все это не случайности материальной природы, но они являются дарами Господа, данными нам для того, чтобы мы могли спокойно осуществлять истинную цель жизни, которая заключается в самореализации, достигающей кульминации в любви к божественной чете. And we can express our gratitude for such gifts by something so simple as offering a flower. И мы можем выразить нашу благодарность за такие дары, предложив что-то такое простое, как цветок. But what's more important, or you could say what's most important, is the attitude in which we offer the flower. Но самым главным, наиболее важным, что мы можем сказать, это именно отношение, умонастроение, в котором мы предлагаем этот цветок. In other words, it's the devotion, it's the love in which we offer the flower. Другими словами, мы можем сказать, что это преданность, любовь, с которой мы предлагаем этот цветок. Krishna states that in his Bhagavad Gita. Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.26. 9:26, a famous verse. 9.26, этот знаменитый стих. Patram pushvam phalam toyam yome bhaktya payachati. He writes, or he says, if one offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or even water, I will accept them. Кришна говорит в этом стихе, что если кто-то с преданностью предложит мне цветок,
листок, плод и даже воду, я приму их. It's incredible actually that although he provides so much, we need only offer back a simple flower or a handful of water in gratitude. Это невероятно, что несмотря на то, что он дает нам так много, нам нужно всего лишь предложить в ответ простой цветок или пригоршню воды. Just like here in India, when people worship the sacred Ganges river, they offer a palmful of Ganges water back to the Ganges. Точно так же, как люди здесь, в Индии, поклоняются священной реке Ганги, и они просто предлагают Ганге полную пригоршню воды. Just a simple palmful of water, that's all required. Просто небольшую горстню воды, все, что нужно, необходимо. Or those who worship Surya Bhagavan, the sun, they offer him a little candle. Или те, кто поклоняется Сурья Бхагавану, солнцу, предлагают ему просто лампаду. But again, it's more the consciousness in which the item is offered than the item itself. Но опять же, это скорее вопрос сознания, в котором мы предлагаем этот предмет, чем сам этот предмет. In other words, a big offering made without devotion doesn't match a small offering made with devotion. Другими словами, можем сказать, что большое подношение, сделанное без преданности, несопоставимо с небольшим подношением, сделанное с любовью. Now there's a nice example in the Ramayana. В Рамаяне есть очень прекрасный пример этому. We've all heard how Lord Ramachandra was trying to build a bridge to cross from India over to Lanka in order to rescue his dear wife Sita Devi, who had been kidnapped by the evil Asura Ravana. Мы все слышали, как Господь Рамачандра пытался построить мост, чтобы перебраться из Индии в Ланку, чтобы спасти свою дорогую жену Ситу Деви, которая была похищена злобным асуром Раваной. Lord Ram had a powerful army of monkeys who were throwing huge boulders into the ocean to make the bridge. У Господа Рамы была большая, огромная армия могучих обезьян, которые бросали в океан огромные валуны, чтобы построить этот мост. And seeing this, a small squirrel, who was also a devotee of Ram, decided to help by kicking in little pieces, little particles of sand into the ocean, but with great love and devotion. Увидев это, маленькая белочка, которая тоже была преданной Рамы, решила помочь с любовью, с большой любовью и преданностью. Она перетаскивала мелкие частицы песка. But when Ram's devotee Hanuman noticed what she was doing, he approached her and he asked, "Little squirrel, why are you putting such tiny pieces of sand into the water when we powerful monkeys are throwing big boulders into the sea to construct the bridge? Your sand is so insignificant." Но когда преданный Рамы Хануман заметил, что она делает, он подошел к ней и спросил: «Почему ты бросаешь такие крошечные частички песка в воду, когда мы, могучие обезьяны, бросаем большие валуны в море, чтобы построить этот мост? Твой песок так ничтожен». So just at that moment, Lord Ram appeared and he told Hanuman that he appreciated the little squirrel's service as much as he did all the monkeys' service because she was doing it with bhakti, with devotion. Но как раз в этот момент появился Господь Рама и сказал Хануману, что он ценит служение белочки так же высоко, как и служение обезьян, потому что она делала это с бхакти, с преданностью. So then Lord Ram, it's so cute, he patted the little squirrel's back like this with his fingers, praising her effort. Послушайте, как это прекрасно. Затем Господь Рама погладил эту маленькую белочку по спине, хваля ее старания. And that's why we see here in India, all the squirrels, they have 3 white lines going on their back. И именно поэтому мы видим, что у белок в Индии есть 3 белые полоски на спине. It's the blessing of Lord Ram on that little squirrel who had shown her love for Ram by her tiny efforts imbued with prema. Это благословение Господа Рамы, маленькой белочки, которая проявила свою любовь к Господу Раме своими крошечными усилиями, наполненной премой. So similarly, in our lives, we may perform services to the Lord, some big and some small, like offering flowers to the Lord, but we should do it with as much devotion as we can muster. Таким же образом в нашей жизни мы можем совершить служение Господу, но мы всегда должны наполнять его ее преданностью. Now, I was reading that the many
varieties of flowers that grow here in Vrindavan appear on all sorts of bushes and trees. Я читал, что существует множество разновидностей цветов, которые растут во Вриндаване, и которые появляются на всевозможных кустах и деревьях. Last week we spoke extensively about the kadamba tree, which has an especially fragrant flower that Radha and Krishna enjoy very much. И помните, на прошлой неделе мы подробно говорили о деревне Кадамба, у которого особенно благоухающий цветок, которым очень наслаждаются Радха и Кришна. And when we speak about these, you could say, kalpa-vriksha trees, we understand that they are actually all eternally liberated souls who have a very unique rasa with Krishna, a rasa of neutrality. И когда мы говорим об этих деревьях Калпа-врикша, мы понимаем, что все они вечно освобожденные души, которые имеют с Кришной особую нейтральную расу. Don't think for a minute that such a rasa is less than the rasas of servitorship, friendship, parenthood, or conjugal love. Но, пожалуйста, даже ни на минуту не думайте, что такая раса ниже, чем раса служения, или дружбы, или родительская раса, или раса супружеской любви. No, these flowering trees, their rasa with Krishna is just as pleasing to him as any other rasa. Эта раса, в которой они служат Господу как деревья, находится на том же самом уровне. In Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj says that just as devotees in Dasya, Vatsalya, Sakya, and Madhurya Ras experience the 8 symptoms of ecstatic love for Krishna, so do those in the mood of neutrality, such as trees. В Говинда Лиламрите Кришнадас Кавирадж говорит, что точно так же, как преданные в Дасья, Ватсалья, Сахья и Мадхурья расе испытывают 8 признаков экстатической любви Кришны, так также признаки испытывают и те, кто находится в нейтральном настроении, например, как деревья. And what is the stimulus for the ecstatic symptoms that these trees sometimes exhibit? Where does it come from? И что же является этим стимулом для экстатических признаков, которые иногда проявляют эти деревья? The Acharyas say number 1 is just the simple fact that these trees are growing in the Chintamani soil of Sri Vrindavan Dham. И ачарьи говорят, что номер 1 – это просто тот факт, что они растут на земле Шри Вриндаван Дхамы. That fact alone causes ecstatic feelings to manifest from within our hearts because they're growing in the Braj Renu, the dust of Vrindavan. Один этот факт вызывает в наших сердцах проявление экстатических чувств. What's more, such trees get to witness the most confidential pastimes of Krishna with Radharani and the gopis, because these pastimes are performed more or less hidden from everyone else in the kunjas, in the groves of Vrindavan, which means where the trees are. Более того, эти деревья, такие деревья становятся свидетелями самых сокровенных лил Кришны с гопи, потому что эти лилы проводятся именно здесь, в этих кунджах, в этих рощах Вриндаванах, в пыли Вриндавана, более или менее, которые скрыты от всех остальных. Another proof that such trees know well of the confidential pastimes of Radha and Krishna is that in the Gaura Gunadesha Dipika by Srila Kavi Karnapur, he writes that Madhavinda Puri, who introduced the concept of Madhurya Ras a little before the appearance of Lord Chaitanya, is himself a Kalpa-vriksha tree, a desire tree in the spiritual world. Еще одно из доказательств того, что эти деревья так хорошо знают сокровенные лилы Господа Рады и Кришны, это то, что в Гора Ганадеши Дипики, которая была написана Шрила Кави Карнапурном, он пишет, что Мадхавенда Пури, тот, кто начал эту концепцию Мадхури расы, незадолго до того, как сам Господь Чайтанья явился, он является сам Калпа-врикшей, деревом Калпа-врикши. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur confirms the same in his Gora Gona Swarup Sattva Chandrika, verse 26. He writes, Pura Vrindavane Yabisid Ayam Kalpa Toru Harer. Madhavinda Puri was previously Lord Hari's desire tree in Vrindavan. Таким же образом Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур тоже подтверждает
в своей книге «Гора Гана Сварупа Татва Чандрика» в стихе 26, что Мадхавендра Пури тоже до этого являлся деревом Калпаврикши во Вриндаване. That desire tree is actually situated in a very special place called Nidhivan in Braj, where Radha and Krishna have their rasa dances. И это дерево желаний находится во Вриндаване, Нидиване, как описывается в шастрах. Now Govinda Lilamrita describes that Krishna feels endeared to these trees, and sometimes he actually speaks to them. На самом деле в Говинда Лиламрите описывается, что Кришна испытывает привязанности к этим деревьям. Иногда он разговаривает с ними. He says, "Oh my dear friends, the trees, oh wise ones, is everything all right with you today? Did last night's gentle rains quench your thirst and nourish your flowers and fruits?" Он говорит: «О мои дорогие друзья, деревья, о мудрецы, с вами сегодня все в порядке? Утолили вы вашу жажду и напоил ли ваши цветы и плоды легкий дождь прошлой ночью?» And just so that we can understand how exalted these tree personalities are, the Acharyas say that in the dark of night, the trees, they often faint because they're unable to see Krishna anywhere. И для того, чтобы мы могли понять, насколько возвышены эти личности, ачарьи говорят, что в темноте ночи деревья часто теряют сознание, потому что они нигде не могут увидеть Кришну. But later on, when they hear the soothing sound of Krishna's voice or the celestial music that flows from his flute, they come back to life and instantly blossom into so many flowers and leaves. Но позже, когда они слышат успокаивающий звук голоса Кришны или необъясняемую музыку, которая льется из его флейты, они возвращаются к жизни и мгновенно расцветают множеством цветов и листьев. Then they shake their leaves in ecstasy, or they shed honey tears and honor Krishna with the smile of their blossoms and their swaying in happy breezes. Затем их листья дрожат в экстатических эмоциях, и они проливают медовые слезы и почитают Кришну улыбкой в своих цветах и их покачивание на приятном ветерке. Hare Krishna. And these trees are so fortunate because they get to touch Krishna as well. И эти деревья так удачливы, что они могут прикоснуться к Кришне. How so? Because as he passes them in the Vrindavan forest, we read in Krishna book actually, they bend down and touch his feet with the tips of their branches and their blossoming flowers. Как же это происходит? А это происходит таким образом, что когда он проходит мимо, деревья склоняются и касаются его стоп кончиками своих ветвей и распускающимися цветами. It's described that by touching the lotus feet of Krishna, they experience a heightened state of ecstasy, which causes sap from their within their trunks to drip from their pores, which muddies the ground everywhere. Таким образом, прикасаясь к лотосным стопам Кришны, они испытывают возвышенное состояние экстаза, которое заставляет сок сочиться из пор их стволов, что увлажняет землю повсюду. However, after Krishna passes by and leaves them behind, they lament the fact that they're not able to follow him because they're trees and they're rooted in the ground. Однако, после того, как Кришна проходит мимо и оставляет их позади, они сетуют на то, что не могут следовать за ним, потому что они деревья, и они уходят корнями в землю. One devotee puts it very poetically. He writes, "Thus the trees decry their lamentable state with inspired sentiments born of separation." Один преданный выразил это очень поэтично. Послушайте. Он пишет: таким образом деревья осуждают плачевное состояние, вдохновенными чувствами, рожденными разлукой. And in a mood of extreme humility, which is always demonstrated by advanced devotees of the Lord, these trees discuss amongst themselves as follows. Oh, we're simply rooted in the mode of ignorance. We must have previously committed some offenses because we can't follow Krishna. И в настроении крайнего смирения, которое всегда проявляет продвинутые преданные Господу, деревья обсуждают между собой следующее. О, мы просто укорененные в гуне невежества. Должно быть, мы ранее совершили какие-то оскорбления, потому что не можем следовать за Кришной.
Of course, they're all liberated souls, or rather they're nitya-siddhas, so there's no question of any offense or sin on their part, but this is their humility. Ну, конечно, все они освобожденные души или нитя-ситхи, так что не может быть и речи о каком-либо оскорблении или грехе с их стороны, но это их смирение, проявленное всеми продвинутыми преданными Кришны. However, it's described that before Krishna gets too far away, one of their great friends comes to their rescue. And who is that? Who's the great friend of the trees? It's the wind. Но говорится, что прежде чем Кришна уходит слишком далеко, один из их больших друзей приходит им на помощь. Этот большой друг – это ветер. For the wind blows very strongly and helps them to bend down and stretch out a great distance and again touch Krishna before he goes too far away. Ибо ветер дает очень сильно и помогает им склониться и протянуть на большое расстояние и снова прикоснуться к Кришне, прежде чем он уйдет слишком далеко. Now, in order to remove any doubt somebody may have about these trees, in his Braj Vritti Chintamani 223, Vishwanath Chakravarti Thakur nicely glorifies these trees as follows. Чтобы устранить любые сомнения относительно этих деревьев, во Враджа Рити Чинтамани, текст 23, глава 2, Вишванат Чакравати Такур красиво прославляет их следующим образом. These splendid trees of Brajabhumi are perfectly spiritual in nature. They're full of all potencies, and they're just like incarnations of the Lord. Эти прекрасные деревья Враджабхуми совершенно духовны по своей природе. Они полны всех энергий. Они подобны воплощениям Господа. Now, another amazing feature of these flowering trees is that they yield ripe, juicy fruits. Одной из удивительных особенностей этих деревьев то, что они проявляют и дают нам спелые сочные плоды. It's said that the wives of these trees appear as vines wrapped around the trees and moisten the ground with their joyful tears of honey and perfume the air with pollen as they embrace their husbands, the trees. Говорят, что жены этих деревьев появляются в виде лиан, обвивающих деревья, и увлажняют землю своими радостными медовыми слезами и наполняют воздух пыльцой, когда они обнимают своих мужей, деревьев. That these vines are wives of the trees is nicely confirmed by Srila Prabhupada Saraswati in his Vrindavan Mahimamrita, Sataka 2, text number 11. И то, что эти лианы являются женами деревьев, прекрасно подтверждается Шрилой Прабхупады Сарасвати в его Вриндаван Махимамрити, Шатака 2, текст 11. With their soft flower-petal hands, Shri Radha and Krishna carefully watered the trees and vines from the time of their first sprouting. They nourished them and made them grow, and at the proper time married each vine to an appropriate tree. Своими нежными, как лепестки цветов руками, Шри Рада и Кришна тщательно поливали деревья и лианы с момента их первого появления. Они питали их, заставляя расти, и в нужное время соединять каждую лиану с соответствующими деревьями. When they saw new flowers beginning to blossom, they became delighted and spoke many playful, joking words. Let us bow down and offer obeisances to these trees and their wives, the vines of the Vrindavan forest. Когда они увидели, что начинают распускаться новые цветы, они пришли в восторг и произнесли много игривых шутливых слов. Давайте склонимся и предложим поклоны этим деревьям леса Вриндавана и их женам, лианам. Srila Prabhupada Saraswati also describes other kinds of flowering trees in Vrindavan that have, golden trunks. Their branches are made of blue opals. Their twigs are made of sapphires. Their leaves are made of emeralds and rubies. And their flowers are all crystals. Шрила Прабхупада также описывает другие виды цветущих деревьев во Вриндаване, у которых золотые стволы, их ветви сделаны из голубых опалов, их побеги сделаны из самфиров, их листья сделаны из изумрудов и рубинов, а все их цветы – кристаллы. And when these trees produce fruits,
their fruits are actually valuable gems. И представьте, что когда эти деревья приносят плоды, всех их плоды – это бесценные, драгоценные камни. Now the ultimate proof that these flowering trees are super special is Krishna's own praise of them. И одно из окончательных доказательств того, что эти цветущие деревья суперособенные, является восхваление, прославление их самим Кришной. In Srimad Bhagavatam 10:22-31, we hear how he once famously said to his boyfriends, O Stoka Krishna and Amshu, O Sridham, Subal, Arjun, O Vishala, Vishrab and Ojvi, Devaprastha and Varutapa, just see these greatly fortunate trees whose lives are completely dedicated to the benefit of others. Even while tolerating the wind, rain, heat and snow, they protect us from these elements. В Шримад Бхагаватам 10.22.31 мы читаем, как однажды он, Кришна, сказал своим друзьям: «О Стока Кришна и Амшу, о Шридама, Субал и Арджуна, о Вишала, Ванабха, Аджасви, Дивапрастха и Варудхапа, только посмотрите на эти очень удачливые деревья, чья жизнь полностью посвящены благу других, даже в то время, когда они терпеливо сносят ветер, дождь, жару и снег, они защищают нас от этих стихий». And in Srimad Bhagavatam 10:22-33, we hear Krishna saying, just see how they are maintaining every living entity. Their birth is successful. Their behavior is just like that of great personalities. For anyone who asks anything from a tree never goes away disappointed. А в Шримад Бхагаватам 10.22.33 Кришна, он говорит: только посмотрите, как они поддерживают каждое живое существо. Их рождение благоприятное, их поведение подобно поведению великих личностей. Ибо любой, кто попросит что-либо у дерева, никогда не уходит разочарованным. Now in his song Viva Varishesha from his work Kalyana Kalpataru, Srila Bhaktivinoda Thakur glorifies the Kadamba tree and its flowers very nicely in verse number 6. В своем баджане Виба Варишеша из его произведения книги Кальяна Калпатару Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в 6 стихе, прославляя дерево Кадамба и его цветы. Yashoda Nandana Kamsa Nishudana Nikunja Rasa Vilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nibhashi. Srila Prabhupada gave the following translation and commentary to this verse. И Шрила Прабхупада дал следующий перевод и комментарий к этому стиху. He writes, Yashoda Nandana Kamsa Nishudana, he is very much celebrated as the son of Mother Yasoda. He's the killer of Kamsa, and Nikunja Rasa Vilasi, he used to dance rasa dance in the Kunja. Яшода Нандана Камса Нисудана. Он очень знаменит, как сын мамы Яшоды. Он тот, кто убил Камсу, Никунджа Раса Виласи. Он танцевал танец раса в Никунже. Vamsi Vata Nikunja Kadamba Kanana Rasa Parayana. There are many Kadamba trees. Kadamba is a kind of flower that is especially grown in Vrindavan. Very fragrant and beautiful, solid flower, round. So Kadamba Kanana, he used to enjoy the rasa dance underneath the tree of this Kadamba. Вамшиват Никунджа, Кадамба Канана Раса Параяна. Здесь много деревьев Кадамба. Кадамба – это разновидность цветка, который выращивают главным образом во Вриндаване. Очень ароматный и красивый, плотный, круглый цветок. Итак, Кадамба Канана, он обычно наслаждался танцем раса под деревом с этими цветами Кадамба. So now, there's a very nice pastime by the poet Lalit Kishore, whom we often quote. Есть еще красивая лила, которую описал поэт Лалит Кишор, которого мы так часто цитируем. As we mentioned before, he was a contemporary poet of Narottam Das Thakur. И мы упоминали до этого, что он был современником Нароттама Даса Такура. He was from the village of Uchkaun near Varshana. Он был родом из деревни Учкаун, около Варшаны, and was initiated in the line of Gadadhar Pandit of the Panchatattva. и получил посвящение по линии Шри Гададхары Пандита из Панча Татвы. His beautiful poetry is still sung today in both the Radharaman
temple in Vrindavan and the Radha Govinda temple in Jaipur. Его прекрасные стихи все еще поются сегодня в храме Рада-Раман, во Вриндаване и также в храме Рада-Говинды в Джайпуре. He has one poem entitled Yug Yug Raj Koro, which means may you rule age after age, in which he writes about a beautiful pastime where a flowering kadamba tree takes center stage. В одном из своих стихотворений, озаглавленном «Юг-юг Радж Кароу», «Да будешь ты править век за веком», он пишет о прекрасной лилии, где цветущие дерево кадамбы занимают центральное место. He writes, once in a playful mood, Krishna, with his cowherd friends, became the king of Braj, and Madhu Mangal became his chief minister. Он пишет, что однажды в игровом настроении Кришна и его друзья стали повелевать Враджей, а Мадху Мангал стал его главным министром. Sridham pretended to be the royal advisor, and the cowherd boy Vishal became the holder of the whisktail fan and the royal umbrella. Шридам стал царским советником, а мальчик-пастушок Вишал стал обладателем веера в виде венчика и царского зонтика. In their game, Madhu Mangal brought Stoka Krishna in front of Krishna and said, "My lord, this farmer stole the cows of Subal and painted them like his own cows." И в их игре Мадху Мангал поставил Стока Кришну перед Кришной и сказал: «Мой господин, этот фермер украл коров Субала и раскрасил их, как своих собственных коров». So Krishna said, "Then arrest him and give all the cows back to Subal." Кришна сказал: «Тогда арестуйте его и верните всех коров Субалу». Now, just at that moment, Sri Radha and a large procession of her gopis came by. Как раз в этот момент мимо проходила Шри Радха и большая процессия ее гопи. They were accompanied by many musical instruments, and the gopis were all loudly singing, "Radharani ki jai ho, Radharani ki jai ho, Radharani ki jai ho." Под аккомпанемент множества музыкальных инструментов эта процессия проходила мимо, и все гопи громко пели «Радхарани ки джай хо, Радхарани ки джай хо, Радхарани ки джай хо». So seeing this, Madhu Mangal ran up to them and said, "Stop this nonsense. Our king is attending his royal court duties right now. Do not disturb him." Увидев это, Мадху Мангал подбежал к ним и сказал: «Прекратите эту глупость! Наш царь сейчас выполняет свои обязанности при царском дворе. Не тревожьте его». So hearing this threat, Lalita Sakhi came forward, and while pushing Madhu Mangal backwards, she said, "No king rules this land. Shri Radha is the queen of Braj, and her authority is absolute. Therefore you cannot stop us from praising her." В этот момент Лалита Саки вышла вперед и, оттолкнув Мадху Мангала, сказала: «Никакой царь не правит этой землей. Шри Радха царица Враджа, и ее власть абсолютна, поэтому вы не можете помешать нам восхвалять ее». So seeing this disturbance, Krishna came forward and he said, "What is happening, my dear minister Madhu Mangal?" Видя это беспокойство, Кришна вышел вперед и спросил: «Что происходит, мой дорогой министр Мадху Мангал?» So Madhu said, "Krishna, these ignorant cowherd girls are saying that you are not the king of this land, and that their friend Shri Radha is the only ruling authority as queen." Мадху сказал: «Эти невежественные пастушки говорят, что ты не царь этой земли, и что их подруга Шри Радха является единственной правящей властью в качестве царицы». So Krishna said, "Then call for my minister Sridham. He will give us the final verdict on this." Кришна сказал тогда позовите моего советника Шридама, он вынесет нам окончательный вердикт по этому поводу. So Madhu Mangal called for Sridham, who came forward and declared that the one who wins the game of Bhag Bhakri will be the ruling authority of Braj. Мадху Мангал позвал Шридама, который вышел вперед и объявил, что тот, кто выиграет игру Бхаг-Бхакри, станет правящей властью в Радже. Now this Bhag-Bhakri, it's an ancient game actually, played on a wooden board. In the game, one player controls 4 tigers and the other player controls
20 goats. Бхагавад-гита — старинная игра, в которой играют на доске. Правило заключается в том, что один игрок управляет 4 тиграми, а другой игрок управляет 20 козлами. In the game, the tigers hunt the goats, and the goats attempt to block the tigers' movements. И в этой игре охотятся на коз или козлов, а козлы или козы пытаются блокировать продвижение тигров. Now the game ends only when the tigers have captured all the goats, or if the goats are successful at entrapping all the tigers. Эта игра заканчивается только тогда, когда тигры захватят всех коз, или если козам удастся заманить в ловушку всех тигров. So as they started to play the game, Radha and Krishna and all the gopis and cowherd boys, they sat under the shadow of a flowering kadamba tree where many flowers had fallen, making a comfortable asana, sitting place for the divine couple. Когда они таким образом начали играть в игру, Кришна, Радха и все гопи, и мальчики-пастушки сели в тени цветущего дерева кадамбы, где опавшие цветы образовали удобную асану для божественной четы. The poet describes the asana as soft as a moving rain cloud. И поэты описывают асану такой же мягкой, как движущее дождевое облако. So then Sridham, he placed this playboard on a wooden table, at which point Madhu Mangal said, "Oh, you poor girls, don't you see? There's only one tiger, which is Krishna, and all the goats are you, poor girls, who are fighting uselessly to trap our undefeated King Krishna." Затем Шридам положил игровую доску на деревянный стол, и в этот момент Мадху Мангал сказал: «О вы, бедные гопи, разве вы не видите? Есть только один тигр. Это Кришна, а все козы — это вы, бедные девочки, которые бесполезно сражаются, чтобы заманить в ловушку нашего непобедимого царя Кришну». At that, Lalita retorted, "Don't you know, Madhu, that in this area of Brajamandala, tigers hide in caves in fear of foxes like me?" Лалита возразила: «Разве ты не знаешь, Мадху, что в этой местности в Раджа-мандале тигры прячутся в пещере в страхе перед лисами, вроде меня?» At that point, the game began as Lalita, representing the side of Sri Radha and the gopis, used all kinds of tricks to defeat Krishna. Затем началась игра, в которой Лалита, представляющая сторону Ширадхи и гопи, использовала всевозможные уловки, чтобы победить Кришну. Но Шридам, который был очень искусен в игре, убедил все уловки Лалиты своими собственными уловками. But Sridham, who was very expert at the game, quickly defeated all of Lalita's tricks with his own tricks. So for some time the game went back and forth, but eventually it became obvious that the cowherd boys were winning, and finally, when Sri Radha's hand started hurting from moving the goat figurines, she conceded defeat. Но Шридама, который был очень искусен в игре, победил все уловки Лалиты своими собственными уловками. Некоторое время игра шла то в одну, то в другую сторону, но через некоторое время стало очевидно, что мальчики-пастушки выигрывают. И, наконец, когда руки Шри Радхи начали болеть от перемещения фигуры коз, она признала поражение. Of course, we know that with her pure love, she controls Krishna, and in that sense, she's undefeatable. But the nature of loving relationships is that lovers yield to the desires and wishes of their beloveds. Конечно, мы знаем, что своей чистой любовью она управляет Кришной, и в этом смысле она непобедима. Но природа любовных отношений такова, что влюбленный уступает желаниям своих возлюбленных. So turning to Krishna, she said, "O Lord of my heart, I am your lifelong servant. Please accept me as your dasi. You are the king, ruler of our hearts, and your kingdom is our senses with which you play according to your desire." Поэтому, повернувшись к Кришне, она сказала: «О господин моего сердца, я твоя служанка на всю жизнь. Пожалуйста, прими меня как свою даси. Ты царь, правитель наших сердец, и твое царство – это наши чувства, с которыми ты играешь согласно твоему желанию». Then Sri Radha, with her own hands, planted a small Kadamba tree seedling and said that
This forest became glorious with your presence. As it is the duty of a servant to hold an umbrella over the master or king's head, may this blooming Kadamba tree represent me and cover you like an umbrella of my life and soul. Затем Шрилата своими собственными руками посадила маленькое семечко дерева Кадамбы, чтобы дать тень царю Кришны, и сказала: «Этот лес стал прекрасным с твоим присутствием, поскольку долг слуги держать зонтик над головой хозяина или царя, пусть это цветущее дерево Кадамба олицетворяет меня и укрывает тебя, как зонтик моей жизни и души». Concluding, she said, Yug Yud Raja Karo, Yug Yug Raja Karo, may you rule age after age, or yuga after yuga. И в заключение она сказала: «Юг-юг, Раджа Каро, юг-юг, Раджа Каро, да будешь ты править век за веком». Then she poured water from the Jamuna river with a golden pot over that seedling, and suddenly that little plant became a large blossoming tree. Затем она вылила из золотого горшка воды из реки Ямуны, и внезапно растение превратилось в большое дерево, под которое гопи и гопы усадили божественную читу. Then placing the divine couple under the tree, the gopas and gopis made them royal crowns from all the kadamba flowers of that tree. И таким образом, усадив божественную читу, они сделали им царские короны из цветов Кадамбы и осыпали их еще большим количеством цветов. Then the gopis called out to the divine couple, Yug Yug Raja Karo, may you rule age after age. So one acharya poses the question, why the cowherd girls were calling out Yug Yug Raja Karo, that Radha and Krishna may rule together, when in fact Krishna was the sole winner of the game. В этот момент сами гопи воззвали к божественной чите: «Юг-юг Раджа Каро, юг-юг Раджа Каро, да будьте вы править век за веком». Один ачарья задает вопрос: почему девочки-пастушки восклицали «Юг-юг Раджа Каро», то есть, что Радха и Кришна могут править вместе, когда на самом деле Кришна был победителем? So that devotee answers the question by saying, the gopis never like to accept that Sri Radha is defeated by Krishna. Therefore, in calling out Yug Yug Raja Karo, they meant, may you both rule age after age. Not just Krishna, but Radharani too. И он сам отвечает на свой же вопрос, говоря: гопи никогда не хотели признавать, что Шри Радха побеждена Кришной. Поэтому, восклицая «Юг Юг Раджа Каро», они имели в виду: да будьте вы оба править век за веком. So, let us conclude today with the poet Surdas, who writes in his poem Man Ke Pad something very blissful about the divine couple and the Kadamba tree. И давайте закончим сегодняшнюю лекцию с прекрасным стихом, который был написан Сурдасом, поэтом Сурдасом, в которой он восхваляет Шри Радху и Кришну. And its wonderful flowers, the Kadamba flowers. И прекрасные цветы Кадамба. He writes, whenever Krishna feels separation from Sri Radha, he wears a Kadamba flower garland around his neck, close to his heart. The tenderness, the color, the fragrance, and the touch of the Kadamba flowers feel exactly like Sri Radha to him. When Sri Radha becomes manavati, or prideful in anger, Krishna sits under a Kadamba tree and cries. His tears go into the roots of the tree, and it appears as if Krishna is watering the Kadamba tree with his tears. Then he sends Kadamba flowers with the gopi to Sri Radha. When these flowers touch the lotus feet of Sri Radha, the gopi says, "O dear Sri Radha, please feel the tears of Mohan, which are presented in the wetness of these golden flowers. O Pyari dear, why have you so much man, anger? Please abandon it and run to Mohan." Surdas says, "O friend, look now, Kadamba like Radha is running towards Tamal like Krishna." Всякий раз, когда Кришна чувствует разлуку со Шри Радхой, он носит гирлянду из цветов Кадамбы на шее, близко к своему сердцу. Нежность, цвет, аромат и прикосновение цветов Кадамбы ощущается в точности, как у Шри Радхи. Когда Шри Радха становится Махавати или гордой в гневе, Кришна сидит под деревом Кадамба и плачет.
его слезы попадают на корни дерева, и кажется, что Кришна поливает дерево Кадамба своими слезами. Затем он посылает с гопи эти цветы Ширадхи. Когда эти цветы касаются стоп Ширадхи, гопи говорит: «О, дорогая Ширадха, пожалуйста, ощути слезы Махана, который присутствует во влаге этих золотых цветов. О, Пьяри, дорогая, почему у тебя так много мана? Пожалуйста, оставь его и беги к Махану». Сурдас говорит: «О, друг, посмотри, Радха, подобная Кадамби, бежит к Кришне, подобная Тамалу». Hare Krishna, so much nectar about the flowering bushes and trees in Vrindavan. Столько нектара мы ощутили от этого прекрасного описания дерева Кадамбы